Егор был заядлым охотником, как и большинство местных мужиков. Вот сейчас он шел по лесу в надежде добыть зайца или куропатку. Но, как назло, никаких следов не было. Вдруг тишину леса нарушило чье-то отчаянное ворчание и звуки какой-то активной борьбы. Приготовив ружье, Егор решил проверить, кто это там шумит. Стараясь как можно тише двигаться по лесу, парень подошел к небольшой полянке, на которой и разворачивались события. Видеть такое Егору еще не доводилось. Небольшой медвежонок стоял в центре, окруженный волчьей стаей. А те уже начали свою смертельную карусель вокруг него, стараясь напасть на него со спины, чтобы повалить, и, налетев уже всей стаей, разорвать бедолагу в клочья. Странно, подумал Егор, а где же его мать? Ведь медведица всегда рядом со своим детенышем ходит. Жалко стало парню косолапого малыша, понимая, что в этой схватке он обречен. Егор поднял ствол ружья в небо и выстрелил. Волки тут же кинулись в чащу, не ожидая появления охотника, а медвежонок принялся изучать того, кто в самый неожиданный момент пришел к нему на помощь. «Чего смотришь?» — улыбнулся Егор. «Иди к маме, да смотри, не теряйся больше», — сказал он. И, посчитав, что на этом его дело закончено, зашагал по направлению к дому. Каково же было его удивление, когда, остановившись, чтобы подкурить, он услышал, как за его спиной хрустят ветки. Охотник резко обернулся, вглядываясь в заросли леса, и тут же заметил все ту же бурую мордочку, которую он выручил из беды полчаса назад. «Ты чего за мной ходишь?» — выкрикнул Егор. «Домой, говорю, иди к маме». Медвежонок, услышав человеческую речь, понял, что он рассекречен, и показался из зарослей, при этом что-то обиженно рыча, словно пытаясь возразить человеку или рассказать собственную историю. «Он еще и спорит со мной». Выругался мужчина и, отвернувшись от бурого надоеды, зашагал по своему маршруту. Представив со стороны, как он спорит с медвежонком, Егору и самому стало смешно. Дожился. С медведями дебаты веду. Улыбнулся он. Но, оглянувшись, он опять обнаружил косолапого надоеду у себя за спиной. Медвежонок, увидев, что человек остановился, тоже замер, уставив на него свои черные глаза-бусинки. «Ну, будь по-твоему», — сказал Егор, глядя на медвежонка. «Видимо, ты сирота, вот и рвешься новую семью отыскать. Пошли, брат, покажу тебе твой новый дом». На этот раз Бурый приставал, но ничего не проворчал в ответ, а послушно засеменил за этим странным двуногим, который прогнал волков и спас его от смерти. Полина, жена Егора, долго смеялась, глядя, кого в этот раз привел домой ее охотник. Отправился за зайцем, а привел медведя. Заливисто хохотала она. «Да как ты его в плен-то взял?» «Да это скорее он меня взял», немного улыбнувшись, ответил Егор, чем вызвал очередную порцию смеха своей жены. Медвежонок внимательно рассматривал этих странных двуногих, стараясь понять, что сейчас происходит и будут ли его здесь кормить. Однако лесной житель быстро привык к здешним порядкам и даже сумел найти общий язык с людьми, понимая, что те от него требуют. Егор старался не показывать медвежонка местным, чтобы тот не привыкал к людям. «Хватит ему и нас с тобой», — объяснял он жене. «Все равно ведь дикий зверь, на волю уйдет, как сил наберется». И Полина, соглашаясь, кивала, принимая доводы мужа. А медвежонок быстро рос, становясь крепким подростком. Надо бы его к зиме в лес отвезти да в берлогу уложить, как-то за ужином поделился своими планами Егор. «Ой, да ведь он маленький еще», — испугалась Полина. «Справится ли?» «Маленький». Улыбаясь, передразнил ее Егор. «Да он больше тебя весит, какой же он маленький». «А вот что непривычный к лесной жизни, это да», — согласился мужчина. «Я вот думаю, пожить с ним недельку на дальней заимке. Там и место хорошее ему подберу, и он немного вспомнит свое лесное детство», — размышлял он вслух. Женщине не хотелось отпускать мужа так надолго в лес, но она понимала, что другого выхода у них нет.
На дворе уже стоял октябрь, и ночью стабильно опускался мороз. «Надеюсь, тебе тепло здесь будет», закладывая вход в берлогу еловыми ветками, приговаривал Егор. «А проснешься, и не вспомнишь меня». С горечью заключил он. Удивительно, но этот взрослый здоровый парень чуть ли не плакал, расставаясь со своим бурым надоедой и приставалой, как он его изначально называл. Будто с собственным ребенком прощался теперь Егор. В хлопотах да заботах зима пролетела незаметно. Выбрав время, Егор вновь отправился на охоту. «Смотри, в этот раз слона не приведи», — улыбаясь, провожала его жена. Парень улыбнулся и зашагал в сторону болота. На уток Егор еще не охотился, оттого и интересно было ему испытать себя в новом деле. Поначалу все складывалось удачно. Сходу ему удалось подстрелить 2 уток, но отправившись за очередным трофеем, чтобы поднять его с воды, парень провалился в болото. Вода хлынула в сапоги, делая их неподъемно тяжелыми, а ноги мокрыми и холодными. Егор попытался вытянуть ногу, но все бесполезно. Парень запаниковал, чувствуя, что его тело медленно проваливается все глубже и глубже. Не видя для себя другого выхода, Егор стал кричать. Звать на помощь. Но все было бесполезно. Места глухие да безлюдные. Кто его здесь услышит? Вдруг из чащи показалась знакомая мохнатая морда. «Бурый!» Вырвалась у Егора, а на лице его появилась улыбка. Он сразу узнал своего медвежонка, хотя теперь это был не беспомощный малыш, а крупный молодой медведь, которому и волчья стая не страшна. Медведь тоже узнал своего человека и радостно засеменил ему навстречу. «Осторожно!» — крикнул Егор. «Не лезь сюда, как я провалишься!» Медведь остановился, внимательно все обнюхивая. «На вот!» Отстегнув ремень от ружья, мужчина кинул его своему медвежонку. «Тяни!» — скомандовал он, особо не надеясь, что животное его поймет. Однако Бурый тут же подцепил ремень своей могучей лапой и потянул его на себя, внимательно глядя, что же будет происходить. Видя, как человек цепляется за него с другого конца, он все понял и принялся активно тянуть ремень на себя. И вот уже Егор почувствовал под ногами твердую поверхность. Радости мужчины не было предела. Слезы текли по его щекам, а он все обнимал и наглаживал своего мохнатого спасителя, благодаря того, что тот не забыл и отплатил человеку добром за добро. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.